кимпап с кимчи. И начинаем с самого главного нашего ингредиента. Это кимчи. Собственно говоря, и сам кимпап в его имя назван кимчи кимпап. Нам потребуется 3 листа кимчи, и мы должны будем их для начала хорошо отжать. Отжать из них сок, по возможности весь, иначе потом будет течь внутри кимпаба. И также нам потребуется 1 долька чеснока. Мы эту дольку должны измельчить, поскольку, конечно, 1 дольку в блендере перемалывать не очень удобно, поэтому лучше измельчить ее ножом. Закладываем измельченный молотый чеснок в кимчи и затем кунжутные семена, обжаренные в объеме 2 столовых ложек. Мы должны перемолоть. Удобнее всего сделать это в ступке пестиком. И полученную вот такой вот, как бы сказать, наверное, уже порошок такой кунжутный, мы засыпаем в кимчи. И затем добавляем кунжутное масло в объеме 2 столовых ложек. И все это хорошо перемешиваем. Вот это вот основа кимпаба с кимчи. То есть то, как надо заготавливать кимчи для кимчи кимпаба. И затем мы разрываем каждый лист на 2 части. Но если лист достаточно широкий, то можно порвать и на 3 части. Теперь мы должны подготовить яичные блины. Для этого нам потребуется 3 яйца. Все пропорции приведены в расчете для того, чтобы сделать 2 кимпаба с кимчи. Разбив яйца, мы должны их хорошо взболтать. Точнее, мы не должны их взболтать до пенки, мы должны их размешать до однородности. Затем мы нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Много масла не нужно. И масло мы равномерно распределяем. Удобнее всего сделать это кухонным бумажным полотенцем. Затем заливаем половину яичной массы, которая у нас есть, и равномерно распределяем ее по сковороде, чтобы получить тонкий яичный блин. И жарим его на среднем огне до готовности, не переворачивая. И в общей сложности мы должны сделать 2 таких блина. Вот, будьте аккуратны, чтобы блинчик не порвался. Затем 2 тонкие копченые колбаски. В моем случае можно взять также сосиски или ветчину. Их можно и обжарить по вашему желанию. Затем также водоросли для роллов, 2 листа обычные нори, которые для суши в любом магазине сейчас продаются. И мы должны обрезать концы колбаски, сосиски, ветчины, что у нас есть, по длине, собственно говоря, листа водорослей. Теперь будем все это заворачивать. Коврик для роллов нам потребуется, бамбуковый или любой другой. И мы кладем лист водорослей рифленой стороной вверх и блестящей стороной вниз. Вот таким вот образом. И далее теплый отваренный рис. Где-то приблизительно 2 малые стандартные пиалы. Обязательно рис должен быть теплым, он не должен быть ни холодным, ни горячим. И распределяем рис достаточно тонким слоем, отступив немного места по краям. Снизу мы отступаем немного меньше, вверху немного больше. И затем на распределенный рис мы кладем яичный блин. И должны будем немного его прижать. Поверх этого мы кладем вот таким вот образом 3 листа кимчи, в смысле вот оторванные 3 половинки, как вот мы прежде разрывали листья. И затем кладем колбаску или сосиску или ветчину, что у нас есть. И сначала мы заворачиваем кимчи и колбаску вот в этот яичный блин. Завернув этот блинчик, мы его немного подвигаем к краю. И теперь уже можем заворачивать ролл целиком. Я сейчас показываю медленно, как это делать, чтобы было достаточно понятно. Потому что когда мы заворачиваем, мы должны этот бамбуковый коврик для роллов так вот поднимать и каждый раз немного прижимать, чтобы форма самого кимпаба схватилась. И потом для уверенности все это вот так вот в коврик опять заматываем, опять прижимаем для того, чтобы форма схватилась, но не сильно, сильно не давите. И все, собственно говоря, наш ролл готов, наш кимпаб готов. Давайте посмотрим на весь процесс и еще раз.
Хочу сказать, что то, как мы подготовили кимчи, это основа для кимпаба с кимчи. Кстати, есть такой вариант, что кимчи можно и немного обжарить на сковороде перед тем, как закладывать. А все остальное, включая яйцо, сосиску, ветчину, это все вариации. То есть кимпаб это как пицца, вы можете положить все, что у вас есть в холодильнике, конечно, должно сочетаться с друг другом по вкусу или все, что вы любите. То есть вариации начинки могут быть разные. И теперь все это нужно нарезать. Берите нож поострее и можно смазать его кунжутным маслом, чтобы рис к нему не прилипал. Нарезав кимпаб, не нарезайте куски очень тонкими. Вот самое вкусное, кстати, это вот эти вот такие вот красивые краешки. И все, как это уложить, это уже дело вашей фантазии. Можете посмотреть в Инстаграме, просто вбив в поисковик по хэштегу кимпаб и увидите всяческие возможные варианты, как это можно подать, засервировать, что, кстати, можно положить вовнутрь. Ну и время тестинга, собственно говоря. Хочу сказать, что мне очень-очень понравилось делать это с копченой колбаской. Я это пробую в первый раз. До этого я клала все время либо сосиску, либо ветчину. Но вот именно вот эта комбинация, я бы еще, кстати, добавила плавленый сыр, но у меня его не было. В общем, лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!